Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду готовить ассорти фрикаделек из фарша картофеля под соусом. На столе вы видите основные компоненты моего блюда. Это фарш, это отварной картофель и молоко. При готовке я буду использовать различные специи, о которых я скажу позже. Фарш я готовил заранее. Здесь у меня пропущенное через мясорубку филе индейки. Я добавил 100 грамм риса и одно яйцо. А кроме этого, я теперь добавлю специи и зелень. Сначала я высыпаю зелень. Это у меня петрушка и немного укропа. И, естественно, я буду все это перемешивать. Теперь я добавляю базилик, паприка, так называемый сладкий перец, и немного мускатного ореха. И теперь все это я тщательно перемешиваю, чтобы все ингредиенты, которые я забросил в фарш, распространились по всему мясу. А еще в фарше вы видите рис. Я добавил 100 грамм риса. Рис я предварительно отварил. Фарш у меня получился очень и очень ароматный. Следующим этапом у меня приготовление картофельного фарша. Несколько отваренных картофель я кладу в стеклянную емкость, в которой буду делать картофельный фарш. Для начала надо будет размять наш картошечку. В размятый картофель добавляю щепотку зелени. И в этот картофельный фарш я добавлю все те же самые специи, которые я добавлял в мясной фарш. Это немного совершенно мускатного ореха. Это сладкий перец, паприка, базилик с орегано. И теперь это хорошо перемешиваем. Фарш подсаливаю адыгейской солью. Солить надо по вкусу. И одно яйцо, которое я предварительно разобью. Яйцо я кладу для вкуса и для связки, соответственно, когда буду лепить из этого фарша фрикадельки. Для того, чтобы фарш был более эластичный, я добавлю немного растительного масла. Ну, примерно 1 столовую ложку. И все это тщательно размешаю. И после этого у нас фарш тоже картофельный готов. Готов к тому, чтобы лепить из него фрикадельки. Фрикадельки будут заливаться соусом и запекаться в духовке. Берем пол-литра молока, добавляем сюда одно яйцо, немного паприки,
черного душистого перчика и тщательно все это размешиваем. В разогретую сковороду наливаем 40 грамм растительного масла. Даем немного масла разогреться. Масло разогрелось. Забрасываем в сковороду мелко нарезанный чеснок. 3 дольки. И начинаем обжаривать. Добавляем 1 столовую ложку муки. Но не полную ложку. И теперь вместе с чесночком обжариваем нашу муку. Обжариваем так, чтобы не было совсем комочков. Ну а теперь заливаем в обжаренный чесночок и муку смесь из молока и специй. И начинаем варить до загустения. Соус приобрел нужную мне консистенцию, то есть он не очень густой, но и не жидкий. То есть как раз того состояния, которого я себе должен был добиться. Я его и добился, этого состояния. Теперь этот соус можно использовать для дальнейшей готовки. Несколько отваренных картофелин я оставил для того, чтобы нарезать кругляшками и заполнить емкость, в которой будет запекаться наши фрикадельки. Сейчас я это покажу. Вот буду нарезать вот такими кругляшками. Толщиной примерно по 5-6 миллиметров. Нарезанный кругляшками картофель я теперь буду выкладывать в стеклянную емкость, которая пойдет в духовку. Ну вот теперь начинаем лепить наши фрикадельки. Для того, чтобы фрикадельки к рукам не прилипали, для этого смачиваем руку в растительном масле. Вот такие вот фрикадельки, вот такого размера. 5-6 сантиметров в диаметре. А вот с таким красивым караваем хлеба мы будем есть наше блюдо. Только что испекла его моя жена. Мало того, что он такой красивый, так еще от него исходит аромат, что хочется сразу же отломить кусочек и начать есть без фрикаделек. Картофельные фрикадельки я налепил так же, как и мясные, такого же размера. Приготовленный соус я перелил из сковороды в ковш и теперь аккуратно им заливаю наши фрикадельки.
Теперь этот шедевр кулинарного искусства я отправляю в духовку на 35 минут. В заранее разогретую духовку до 200 градусов по Цельсию. Итак, вперед! Прошло 35 минут. Вы видите, какое получилось блюдо. А теперь очередное мое действие. Это я посыпаю натертым сыром наши блюда. И обсыпанные сыром фрикадельки я отправляю снова в духовку на 10 минут при тех же 200 градусах Цельсия. Десять минут прошло, сыр растаял и заполнил всю поверхность нашего блюда. Сейчас традиционно я сниму пробу и достоверно вам сообщу, насколько это вкусно. То, что это вкусно, я, в общем-то, не сомневаюсь, потому что здесь такие продукты, которые не могут быть невкусными. Итак, я пробую. Да. Вкусно. Супер вкусно. Раскладываю по тарелкам. И идем за стол. Будем с удовольствием есть. Как раз с тем хлебушком, о котором я вам рассказывал изначально и показывал его. Хлеб, который испекла моя супруга. Ну что, дорогие мои друзья, подписчики и гости канала, готовьте все блюда, которые я вам показываю. Они у меня, в общем-то, на мой взгляд, очень вкусные. Думаю, что вы будете рады результату, когда сготовите. Ну, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередные видео. Всего вам доброго. С наступающим Новым годом. Всем здоровья, успехов, удачи.